Здравствуйте! Сегодня мы бы хотели вам рассказать про редкую болезнь прогерию. Впервые недуг, при котором организм преждевременно стареет, был выявлен и описан в 1889 году. Несмотря на то, что прогерия – заболевание достаточно редкое, лишь у 1 из 7 миллионов новорожденных его диагностируют, за всю историю наблюдений за этим недугом в мире зафиксировано уже более 150 случаев. При рождении дети выглядят абсолютно здоровыми, первые признаки ускоренного старения начинают проявляться у малышей в возрасте 10-24 месяцев. Как правило, прогерия – это не наследственное заболевание, и случаи его развития единичны, но есть и исключения. В нескольких семьях зарегистрирована такая мутация. Проще говоря, ребенок за 1 год стареет на 10-15 лет. 8-летний выглядит на 80 лет с сухой морщинистой кожей, облысевшей головой. Эти дети обычно погибают в 13-14 лет после нескольких инфарктов и инсультов на фоне прогрессирующего атеросклероза, катаракты, глаукомы, полной потери зубов и так далее. И лишь немногие живут до 20 лет или дольше. Сейчас в мире известно всего 42 случая заболевания людей прогерией. Из них 14 человек проживают на территории Соединенных Штатов, 5 в России, остальные в Европе. К числу особенностей таких больных относятся карликовый рост, малый вес, не превышающий обычно 15-20 кг, чрезмерно тонкая кожа, плохая подвижность суставов, недоразвитый подбородок, маленькое лицо в сравнении с размером головы, что придает человеку как бы птичьи черты. Из-за потери подкожного жира видны все сосуды. Голос обычно высокий, умственное развитие соответствует возрасту. И все эти больные дети поразительно друг на друга похожи. В реальной жизни не бывает чудес, и больные прогерией никогда не становятся молодыми. Но, несмотря на свой недуг, такие люди не перестают быть счастливыми. В частности, Леон Бота, южноафриканский художник, музыкант и диджей, известен миру не только своей творческой деятельностью, а также тем, что со страшным заболеванием смог прожить до 26 лет. Сегодня ученые во всех странах мира изучают это загадочное заболевание. Из списка смертельных они хотят перенести его в список трудноизлечимых. Стоит отметить, что в этом направлении наука уже достигла огромных результатов. Однако остается множество вопросов, в которых необходимо разобраться. Жизнь всегда намного страшнее, чем самое страшное кино, но человечество не перестает бороться и старается исправить ее сюрпризы. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если видео для вас стало познавательным. Напишите в комментариях, слышали ли вы раньше про эту редкую болезнь и про какие еще знаете. До новых встреч!